Все это мы по схеме провязали 2 ряда от 1R до 14R. Следующая убавка будет. 2 раза мы провяжем один раз от 2R до 13R, а потом от 13 до 2. Значит, сейчас мы обматываем обычным методом. Начинаем с двойки. Против часовой стрелки обматываем. И до 13R. Обмотали. И тоже поднимаем петли. Вот здесь аккуратно. И доходим до двойки. Все, дальше мы не трогаем. Теперь мы от 13 должны вернуться к двойке. Опять нить вперед между штифтами и по часовой стрелке. До двойки. Вот двойку обматываем и нить вперед. И опять закрываем петли. Тринадцатый штиф. Последнее закрываем. Так, 2 ряда мы с вами провязали. Дальше у нас идет к следующей. От 3R до 12R, а потом от 12 до 3R. Получается 2 ряда. Давайте я вам еще один ряд этот покажу. И дальше вы уже будете вязать самостоятельно. Начинаем от тройки. Обматываем тройку, как обычно, против часовой стрелки тянем нитку. Вот обматываем 12R. Вот закончила я здесь. И опять поднимаем петли.
И доходим до тройки. И теперь возвращаемся назад. Двенадцатер обматываем к себе между штифтами и по часовой стрелке. И до тройки доходим. И тройку обмотали. Закрываем петли. Вот 12 R у нас последний штифт. Все. Это убавка петель. Значит, дальше вы вяжете по своей схеме. Сколько у вас тут будет рядов, я не знаю, смотря по какой вы вяжете. Здесь может и больше быть. Вот. У меня будет заканчиваться 6R до 9R. И от 9R до 6R. Давайте дальше провяжите самостоятельно, а уже прибавку петель я вам буду показывать. Итак, закончила я делать убавление. У меня нить на шестерке. И вязала я до девятки. Туда и обратно. 2 раза. Все, убавление мы с вами закончили. И вот носок у нас принял вот такую форму. Теперь открывайте страницу на том пункте, где написано «Прибавление петель на пятки». Правый чулок. И здесь схема. Здесь, смотрите, стрелки идут снизу вверх. Каждый ряд тоже провязывается 2 раза. Но начинается снизу. Вот они пишут, что поднять по петле с изнаночной стороны штифтов 5 и 10 и надеть на штифты 6 и 9. Давайте. Значит, нить в сторону. Вот у нас штифт 5. Надо с него перекинуть на шестерку. Вот здесь сзади вот эти петли предыдущего ряда, вот они все хорошо видны. Вот они. И здесь они тоже хорошо видны. Вот они. Вот, значит, мы берем со штифта 5 и надеваем на штифт 6. А с 10-го, вот 10-й, перебрасываем на 9-й. Значит, вот берем с 10-го. Берите так, как вам удобно. И перебросили. И теперь, вот мы на шестерку добавили, здесь 3 петли. Вот с этого штифта и начинаем обматывать.
и до того штифта, на котором тоже 3 петли, то есть до 9. Обмотали. Дальше что? Вот смотрите, у нас тут 4 петли уже стало. 1, 2, 3, 4. А мы работаем с вами на 2 петлях. По крайней мере, вот в данный момент у меня. Значит, я должна поднять вот эти 2 петли нижние и перебросить через штифт. Но поскольку у кого-то может получиться захватить сразу 2 петли, вот 2 петли захватить и перебросить. У кого не получится, начинайте перебрасывать вот с этой, со второй снизу. Вот одну перекинули и вторую. Здесь по одной. Здесь у нас опять 4 петли. Значит, 2 нам надо перекинуть. Берем эту, вторую снизу. Аккуратно, чтобы петли не свалились. Перебрасываем одну. И перебрасываем вторую. И возвращаемся назад. Обматываем опять 9, с 9 до 6. Обматываем точно так же, когда идем назад. То есть вперед, между штифтами и по часовой стрелке до 6. И опять поднимаем только одну петлю. Не свалились бы петли. Вот, один ряд мы с вами прошли. Значит, мы с вами провязали, по крайней мере у меня, от 9 до 6. Вот тут даже видно, с какого штифта перебрасывать петли. 2 раза провязали. Теперь мы будем с 4 перебрасывать на 5, а с 11 штифта на 10. С 4 перебрасываем на 5. Вот она петля. А с 11 перебрасываем на 10. Берем петлю и перебрасываем на 10. И обмотку начинаем, где вот у нас переброшенная петля. То есть с 5 до 10. Теперь смотрите, у нас нитка осталась на 6. К себе. И обматываем. Давайте еще раз. К себе. И обматываем до 10. 10 обмотали.
4 петли. Сначала эту поднимаем, потом эту. Дальше поднимаем по одной петле. Здесь у нас опять 4 петли. Поднимаем сначала вторую, потом первую. И проходим второй раз. Начинаем с десятки. И заканчиваем пятеркой. Поднимаем петли. Все, мы с вами провязали 2 ряда. Теперь мы должны строки поднять на 4. А с 12 поднять на 11. И вот у нас 3 петли, чтобы не заблудиться. Вот с 4 начинаем. И заканчиваем 11. Опять поднимаем 2 петли здесь. Вот здесь 4 сейчас. Поднимаем 2. Перебрасываем. И идем вот сюда, до 4. Тоже 2 петли поднимаем. Потом обматываем назад от 11 до 4. Все. И так вы делаете, вяжете вот по этой схеме. Значит, когда вы довяжете до 1R, там у вас будет 16, может быть, вот здесь другая, может быть, цифра будет. Вот последний ряд, когда вы провяжете, я вам дальше покажу. Ну вот, я перекинула с единицы на 2. Вот она петля. А с этой стороны перекинула с 14 на 13. Вот она петля. Практически последний ряд. И опять обматываем.
Вот у нас 3 петли и 4. Значит, закрываем опять же. Здесь у нас 4 петли. Одну поднимаем, вторую. И от 13 идем к двойке. Опять петли поднимаем. И вот теперь смотрите схему. Здесь еще указано с 1L на 1R. Из 14 на 14. Вот это тоже не забудьте. Значит, отсюда мы переносим одну петлю сюда. С этой стороны отсюда переносим сюда. И точно так же обвязываем 2 раза. Теперь смотрите. Вот с этого штифта, с изнанки, петлю практически не поднять. Вот она не поднимается. Ее надо брать вот отсюда. Вот он, этот узелок. Вот он. И его вы надеваете. Вот так, раз. С 14. Сейчас попробую показать. Вот он. И надели. Вот таким образом. И начинаем мы обмотку с 1R.
и заканчиваем 14R. И точно так же поднимаем петли. Когда петли поднимете, обмотку сделаете в этом направлении. До 1L. Провязываем последний обратный ряд. И должны остановиться на 1L. Но теперь мы будем снимать только одну петлю, потому что в следующие уже ряды пойдут у нас круговые, и на этом штифте у нас всегда на одну петлю больше. Значит, мы поднимаем только одну петлю. Ну вот, все. Закрыли мы с вами последний ряд. И дальше вяжем в круговую. Не натягиваем петли. Закончили 1L и поднимаем. Все, и так вяжем по кругу. Вяжем до тех пор, пока не достигнем размера ступни. И когда вы довяжете полностью ступню, я вам покажу, как закрыть. После того, как мы с вами связали носок нужной длины, вот пятка у нас получилась такая, берем инструкцию и переходим на страницу «Убавка петель на мыске». И вот схема. Убавления делаются точно так же, как делали убавление в пятке. Значит, убавление у них идет от 2R до 13R. Вот. От 2R до 13R. И тоже 2 ряда провязываем. Значит, поскольку там указано от 2R, значит, 1R мы должны закрыть. Так, и обматываем штифты до 13R. Дошли до 13R. Петли закрываем.
Так, это мы провязали в одну сторону. И теперь мы должны вязать от 13 R до 2 R. Значит, помните, как обматывать в обратную сторону? Вперед, между штифтами и по часовой стрелке. И двоечку тоже обматываем. И петли поднимаем. Вот. Одно убавление мы сделали. Затем от 3 R до 12 R ведем. Обматываем против часовой стрелки. Вот, в принципе, и все убавление мыса. Так мы делали в пятке, но вы смотрите, чтобы соблюдалось убавление. Вот у меня заканчивается 5R, 10R, а у вас, смотря на какое приспособление вы вяжете, там может быть и больше. Вот давайте самостоятельно остальные довяжите, и дальше я вам покажу, как с другой стороны убавлять. Вот закончила я делать убавление, провязала последний ряд. И теперь мы нитку отрезаем. И дальше мы должны обвязывать точно так же, только от 2L до 13L начинать. Вот смотрим. Вот здесь надо тоже будет написать. Вот здесь 2L. Причем, смотрите, мы вяжем всегда от 1L и в ту сторону. Значит, нам нужно вязать от 2L в обратную сторону. Значит, нить укладываем между 1 и 2. И по часовой стрелке, потом про эту нить не забыть. Вот здесь 13L. Вот 14, вот здесь 13. Закрываем.
Вот один ряд мы провязали. А нам нужно еще один ряд провязать. Значит, нам нужно провязать второй ряд. То есть мы идем от 13L к двойке. Вот двойку мы обмотали и поднимаем петли. Вот, затем у нас от тройки идет до 12. Вот здесь тройка. Идем по часовой стрелке. Все точно так же, как мы вязали пятку. Один в один. Значит, дальше вы по своей схеме довязываете остальные ряды. Все провязала я эти ряды тоже, то есть сделала убавление с этой стороны и с этой. И теперь тоже нить отрезаем. Теперь переворачиваем страницу. Значит, здесь что говорят? Отрезок контрастный по цвету нити длиной около 50 сантиметров протянуть через все петли с помощью штопольной иглы. И вот картинка. Она также и для тройки подходит, то, что я вяжу на 3 нити, и для единички, вот это. Так, берем штопольную иглу, то есть с тупым концом. И желательно нить вдвое сложите и потолще, потому что если что-то не получится, что петли потом надеть можно было опять. Значит, и начинаем надевать петли вот таким образом. Сверху, вот тут в схеме они начинают от 1R вводить иглу, а заканчивать, вот заканчивают на 1L. Вот мы в 1R ввели иглу. Так, и теперь вот таким образом мы должны собрать все петли.
Вот так. И закончите вы вот здесь на 1L. И так самостоятельно собирайте. После того, как собрали все петли, все это дело мы снимаем. Вот и вытаскиваем. И теперь мы носок складываем вот таким образом. Вот здесь у нас было 2 хвоста. Вот так складываем. Теперь берем весь мысок и выворачиваем наизнанку. И будем сшивать крючком. Чтобы удобнее было, с правой стороны расположите вот эти хвосты, чтобы у вас были. Значит, вот взяли 2 петли. И провязываем их вместе. Значит, смотрите, не пропустите. Берем следующую петлю с одной стороны и с другой стороны. И протягиваем. Опять с одной стороны. Вот, чтобы эти петли не убежали, поэтому нужно толстую пряжу вставлять. И провязываем. С одной стороны взяли. И здесь с другой. И провязываем. Все. Итак, мы связываем все петли. После того, как вы сшили все петли, вы на всякий случай носок выверните на правую сторону и посмотрите, все ли петли вы собрали, как у вас мыс. Вот, если все нормально, значит нитку выдергиваете и хвосты заправляете. Вот и получился вот такой носок.
Вообще тут вязка такая, что даже на резинку изнаночные петли-то и не нужны. Все, вот ваш носок готов. Петли ровные, как машинная вязка. Ну вот, в итоге у нас такой мыс получается. Очень даже аккуратный. И вот весь носок. Итак, связали мы с вами носок на правую ногу. Теперь мы должны связать на левую ногу до пятки. До пятки вяжем так же, как и вязали ранее, а вот пятку начинаем вязать вот с этого края, где 1L. Вот, закрыли мы ряд, все петли у нас закрыты, и пятку начинаем с 1L. Как было написано в инструкции, зеркальным отображением. Вот, мы делали убавление на правый чулок. Левый чулок вязать в зеркальном отражении от 1L до 14L. Закрыли мы с вами ряд. И теперь начинаем вязать в обратном направлении. Делаем убавление. Обматываем по часовой стрелке. Вот 14L обмотали. Поднимаем петли, то есть закрываем ряд. Значит, один ряд мы провязали. Второй вяжем против часовой стрелки, обматываем штифты. И 1L тоже обматываем.
Следующий ряд начинаем от L2, вот здесь L2, до L13. Нить вперед, за штифт. Обматываем L13, нить к себе. И опять закрываем петли. Итак, делаем убавление, а затем делаем прибавление, тоже на этой же стороне приспособления. Все. Вот так вяжется пятка для левого носка. Ничего сложного нет. Ну вот, вроде и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.